Здравствуйте, товарищи! Герои Меча и Магии. Любому человеку, который хоть как-то связан с компьютерными играми, понятно и не чуждо это словосочетание. В этом году нашей любимой серии игр будет уже 25 лет. За этот период случались и подъемы, и громкие, очень громкие падения. Менялись разработчики, менялись издатели. Что бы они ни делали, вытравить что-то общее между ними не удалось. Даже несмотря на то, что Герои Меча и Магии сейчас находятся в заморозке. В разные части серии люди играют до сих пор. Это, к примеру, Герои Меча и Магии 3 и Герои 5. Ну и сегодня я хочу сделать небольшой ролик, посвященный этой серии игр. Сначала вам немножечко напомню, когда у нас выходили игры. Первая игра вышла 31 августа 1995 года и называлась она Heroes of Might and Magic A Strategic Quest. Многие говорят о том, что Герои Меча и Магии очень схожи с Guns Bounty, но тем не менее, эта серия игр, я считаю, стала более долгоиграющей и более плодовитой по сравнению со своим прародителем. Первая часть героев заложила фундаментальные основы в этой серии, которые особо не менялись и не меняются. Это, по сути, герой, книга заклинаний и несколько фракций. Опять же, уровень магии. Это различная мобильность, это инициатива своего рода и так далее. То есть, очень много чего заложила первая часть. И пусть в нее до сих пор мало кто играет, но тем не менее, она стала первой в серии этих игр и по достоинству занимает это место. Дальше вышла Герои Меча и Магии или Heroes of Might and Magic 2. 1 октября 1996 года. Кстати, в России она вышла 17 апреля 2003 года. Что это такое? Ну, это, по сути, улучшенная часть, своего рода отточенная по сравнению с первой частью, улучшенная графика с некоторыми дополнительными элементами. Что я хочу сказать, то что вторая часть от третьей особо не отличается. Ну, это лично по моему мнению. Третья часть это еще более отточенный вариант второй части. Многие считают третью часть Героев Меча и Магии чуть ли не самой лучшей игрой. Она вышла 28 февраля 1999 года в России, стала доступна 17 марта этого же года. Многие до сих пор в нее играют, потому что она стала своего рода эталоном в этом жанре, эталоном в этой серии. И сейчас даже на 2020 год актуально то, что недавно вышла HD-версия этой игры. В России так эта игра вообще имеет какой-то религиозный подтекст. Многие говорят, что посмотрите следующие части этой игры, как они красивы, но олдфаки этой серии говорят о том, что долой графику, график не главное. Я с ними в принципе согласен. Я лично мало играл в Героев Меча и Магии 3, мне больше все-таки по душе пятая часть. Но это, видимо, особенность того, что я первое попробовал. Поэтому и у меня такие сложились вкусовые ощущения. 28 марта 2002 года вышла плохая четвертая часть Героев, или Heroes of Might and Magic 4. Она стала для издателя 3DO плохим проектом. Попытались они вдохнуть новую жизнь в Герои Меча и Магии, ввести немножечко новинок, в том числе, чтобы герой был полноценным существом на поле боя. И еще ряд фишек, которые впоследствии тоже прижились в серии, но я считаю, эта часть была действительно довольно радикальна и действительно сильно отличается от третьей части по геймплею, что просто фанаты этой серии не приняли эту игру, и, скорее всего, это был неправильно радикальный шаг. Поэтому это привело к тому, что 3DO продала права на эту серию игр унитазному Ubisoft. 19 мая 2006 года в России, а в Европе 16 мая выходит Heroes of Might and Magic 5, или Герои Меча и Магии 5. Я считаю, это одна из самых лучших частей этой серии. Не только потому, что действительно в нее много играл, то, что она действительно своего рода гибрид третьей и четвертой части, которые заимствуют лучшие элементы этих частей, плюс настоящая трехмерная нормальная графика, плюс прекрасные дополнения, плюс прекрасный сюжет, плюс прекрасные инструменты для создания модов и карт, потому что до сих пор, даже в 2020 году, выходят ролики и на YouTube, и везде, на различные моды, на различные сценарии и тому подобное.
И что мне очень приятно, то что эту игру сделала Nival Interactive, наша отечественная компания, которая, наверное, является одна из лучших представителей разработчиков в СНГ. Но что-то у Ubisoft с нашими разработчиками отношения не задались, и 13 октября 2011 года выходит высер под названием Герой Меча и Магии 6, который еще можно терпеть, но, честно говоря, слишком, опять же, много изменений решили привнести. Опять же, наступили на те же грабли, что и студия 3DO. Зачем это надо было? У вас же есть прекрасный пример Героев Меча и Магии 4, когда вы кардинально что-то меняете, и у вас результат не тот. Вы не на ту публику рассчитываете. Сейчас игровое сообщество довольно расквартировано. Если ты любишь стратегии, то тебе нравятся исключительно те стратегии, в которые ты играешь, и ты к большим изменениям не будешь готов. Или если ты играешь в жанр шутеров, то тебе именно нравятся шутеры, а не какие-то стратегии. И привлечь новых игроков в эту сферу сейчас довольно сложно. Поэтому изменения, которые были в Герой Меча и Магии 6, я тоже в нее довольно немало играл, но тем не менее, с самого начала этой игры мне она стала меньше нравиться, чем Герои 5. И опять же, дурацкая механика того, что какие-то простые воины могут ломать двери. Не, ну извините, ну что это за бред? Вы что, здоровый циклоп, который может сломать ворота? Ну, посмотрите в реальности. Да я понимаю, что мы говорим сейчас об игре, но тем не менее, ну что это за бред? Раньше ты мог сломать катапульту, ну, к примеру, в тех же 5 героев, и имея довольно неплохие войска для обороны, но намного меньше, чем тот, кто штурмует. Без катапульта он ничего не сможет сделать. Тем более, если ты уничтожишь его летающих юнитов и стрелков. А если у тебя этих юнитов больше, то вообще ты прекрасно отобороняешь. Ты просто выиграешь в этом сражении. Сейчас уничтожаешь катапульты и чё. Вот таких косяков довольно много. Опять же, сюжетная кампания довольно странная. Как-то мне не особенно логика понравилась в этой кампании. Может, я что-то не понял. Меньше фракций просто элементарно на старте. Да и в принципе фракций меньше в игре. Поэтому что имеем, то имеем. И последняя часть серии на данный момент, Герой Меча и Магии 7, или с того момента она стала называться Might and Magic Heroes 7, так же как и шестая часть, да, это все дебильная Ubisoft. Она выпустила эту игру 29 сентября 2015 года, и благодаря этой серии, серия Герой Меча и Магии на данный момент находится в анабиозе. Я не знаю, что хотели Ubisoft, но то, что они хотели, явно не получилось. Либо то, что они хотели, то, что хотели фанаты этой серии, не сошлось. А в итоге мы получаем то, что серия такая прославленная, как Герои Меча и Магии, на данный момент мертва, и возродить ее может только хорошие разработчики и продажа прав другой компании. Потому что Ubisoft много уже говняный конвейер, много серий игр и разработчиков погубил. Ну, на этом я хочу закончить такой небольшой подкаст. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. До свидания, товарищи!